В этом видео мы поговорим о волшебной технике привлечения денег на исполнение любого желания. История умалчивает, кто именно изобрел чек изобилия, но вот приверженцев и почитателей данного магического инструмента более чем достаточно. Особенно это касается тех людей, для которых книга «Секрет» или же одноименный документальный фильм являются главными советчиками по жизни. Чек изобилия является почтовым голубем мечты человека во Вселенную, которая непременно материализует все мысли и желания. Подтверждением того, что действительно чек работает, являются сотни тысяч людей, желания и мечты которых сбываются одна за другой. Чек изобилия – это эффективная техника исполнения желаний, связанных с финансовыми затратами. Смысл заключается в заключении сделки со Вселенной, для чего подписывается документ с обязательствами и указанием суммы, необходимой для исполнения желаемого. На протяжении всей жизни человек упорно работает не только для самореализации, но и для того, чтобы иметь возможность удовлетворять свои многочисленные желания и потребности. И при любом уровне достатка ему всегда будет чего-то не хватать. Так если еще вчера вы просто мечтали о машине, пусть даже скромной и простой, лишь бы чувствовать под собой колеса, то уже завтра, насладившись вкусом одной мечты, мы задумываемся о новой иномарке. Такова сущность человека, и это не изменить. Как это работает? В бесконечном пространстве Вселенной существуют не только земные банки, для которых важна финансовая состоятельность человека и его возможность вернуть долг с процентами, но и такие, для которых представляют интерес настроения человека, доверие к миру, умение благодарить и терпение при ожидании. Это банк изобилия, безграничный банк Вселенной, банк исполнения желаний. Работа банков Вселенной направлена на сохранение гармонии в мире, поэтому они помогают исполнять желания, приумножая позитивную энергию пространства. Заполняя чек изобилия Вселенной, человек заявляет о желании, документально подтверждает, что это не мимолетная прихоть, и доверяет незримым банкирам найти финансы для исполнения задуманного. В чеке должно быть несколько обязательных полей: сумма, фамилия, имя, отчество, назначение, дата и подпись. В интернете можно найти готовый образец чека изобилия, распечатать и заполнить, или же документ можно сделать самостоятельно, и этот способ мне нравится больше. Я вкладываю свою энергию не только при заполнении чека, но также в его создании. Также мне очень нравится делать чеки изобилия на игровых деньгах, работают они очень волшебно. Почувствуйте, какой вариант вызывает больше доверия у вас. Самостоятельное создание чека требует вклада личной энергии, что важно для Вселенной и может благотворно повлиять на исполнение желания. С другой же стороны, готовый вариант может показаться более официальным, поэтому более заслуживающим доверия, что также имеет положительные стороны. Важно прислушиваться к собственным эмоциям и довериться ощущениям. В графу «Сумма» вписывается количество денег, необходимое для исполнения желания. В графе «ФИО» указывается фамилия, имя и отчество заполнителя чека. Нельзя писать данные другого человека, в этом случае техника не будет работать. В поле назначения следует указать цель, на что необходимы деньги. Туфли, покупка автомобиля, ремонт в доме, путешествие в какую-либо страну, подарок ребенку на день рождения. Но не стоит мыслить слишком абстрактно и обобщенно, так как оценить такие вещи, как любовь, здоровье или красота невозможно, поэтому банкиры Вселенной просто уберут этот бланк в хранилище с надписью «Невозможно исполнить». В графе «Дата» ставят число, месяц и год заполнения. Необходимо быть внимательным с подписью, здесь требуется автограф Вселенной, так как деньги будут из ее банка. Нужно просто включить воображение и расписаться, как покажется нужным. Также можно просто написать слово «Вселенная». Какую сумму вписывать? Сумма может быть любой, но не меньше той, которая необходима. Вселенная представляет неограниченные возможности и ресурсы. Однако в подсознании у человека может быть огромное количество ограничений. Если сумма для вас будет нереальной, в которую невозможно поверить и она вызывает у вас дискомфорт, чек изобилия не будет оплачен, так как высшие силы работают на гармонию мира. Лучше действовать постепенно, небольшими шагами. Сначала пусть будет цель, которая представляется малореальной, но достижимой. Увидев, что техника работает, подсознанию будет проще поверить, что можно заполнить чек на большую сумму. Таким образом, можно постоянно поднимать планку, достигая новых вершин.
Необходимо точно знать, на что вы потратите деньги. Деньги проще всего приходят на цели. При заполнении чека изобилия лучше продумать все досконально, вплоть до мельчайших деталей. Вселенной намного проще отвечать на точные запросы. Например, запрашивая автомобиль, необходимо предоставить не только его марку, цвет, но и как можно больше его технических характеристик. Абстрактные понятия также необходимо конкретизировать, раскладывая на составляющие. Нет смысла просить красоту, для Вселенной все красивы с момента создания. Однако можно попросить деньги на салон красоты, определив при этом, какие процедуры нужны, или необходимую сумму на абонемент в фитнес-зал. Когда заполнять чек изобилия? Чек заполняется строго только после наступления новолуния, потому что, как и для большинства энергетических практик, для данной техники важен лунный календарь. Желаниям и планам проще исполняться, если энергия растет вместе с этим небесным телом. Лучший день для заполнения бланка – первые сутки после наступления новолуния. Срок действия чека. Чек можно считать действительным до момента исполнения своего желания. Практикующие эту технику отмечают, что небольшие желания исполняются в течение лунного месяца. Однако для глобальных целей может понадобиться намного больше времени. Все это время чек считается действительным, так как запрос во Вселенную уже отправлен, и высшие силы уже приступили к его выполнению. Теперь требуется только терпеливо ждать, полностью доверившись мирозданию. Однако же, даже если желание еще не исполнено, в начале каждого нового лунного месяца можно посылать финансовый запрос на новые цели. Каждый из них будет принят и рассмотрен в самое благоприятное для человека время, даже если он сам думает иначе. Почему же чек может не сработать? Самая частая причина, по которой чек не работает, это несерьезное отношение к ритуалу. Если человек считает все это глупостью и заполняет бланк только ради того, чтобы доказать несостоятельность техники, Вселенная выполнит его истинное желание и покажет, что такие вещи не работают. У человека может быть нарушена чистота денежного сознания, энергетика полностью заблокирована обидами, ненавистью, разочарованием, а также главный принцип – это экологичность вашего желания. Существует и такой вариант, что желание было исполнено, но это прошло незамеченным. Например, был сделан запрос о карьерном росте, а через несколько дней поступило предложение работать в другой стране. Однако предложение было отклонено из-за неуверенности и нежелания переезжать и что-то менять в своей жизни. На этом действие чека заканчивается, так как Вселенная предложила вариант исполнения желания таким образом, но вы его отклонили. Тем не менее, запрос считается выполненным со стороны мироздания. Может помешать полное бездействие со стороны того, кто заполнял чек. Вселенная действует через нашу повседневную реальность, и очень важно, чтобы человек предпринимал какие-то действия. Еще раз стоит напомнить про реальность запрашиваемой суммы. Не стоит просить сумму, которую вы никогда не держали в руках, не видели в реальной жизни и не знаете, какая она на ощупь и как пахнет. Какие желания исполняются? Будут исполнены желания, которые не нанесут вреда другим людям и окружающему нас миру. Необходимо помнить о конкретизации запросов. Слишком размытые не будут приниматься к рассмотрению. Для ускорения реализации планов данный ритуал можно дополнить техникой реализации намерения или визуализации. Где хранить заполненный чек? После заполнения чека его необходимо спрятать в укромном месте. Для хранения можно сделать специальный сейф, который по мере исполнения желаний будет насыщаться положительной энергетикой, тем самым способствуя реализации все новых и новых планов и желаний. Человеку, за редким исключением, ничего не может свалиться на голову, поэтому Вселенная для исполнения желаемого дает возможность заработать. Если речь идет о материальной просьбе или же шанс познакомиться, помириться, кого-то найти, если мы говорим о чем-то духовном. А человек вместо того, чтобы принять шанс как руководство к действию, просто сидит дома и безинициативно ждет, когда на него свалится счастье. Такое может быть лишь в лотерее, однако, чтобы выиграть в нее, нужно хотя бы пойти и купить лотерейный билет. Об этом гласят не только различные учения, но и практика житейской мудрости, облаченная в притчу. Жил на свете человек, не лучше и не хуже других, но была у него одна заветная мечта – выиграть в лотерею.
Его желание было столь велико, что каждый день он ходил в церковь и ставил свечки за исполнение своего желания, молился всем святым. И долгие годы он повторял свой ритуал, посещая церковь, прося Всевышнего о помощи и содействии. Делал он это так долго и так упорно, что даже ангелы не выдержали и обратились к Богу с просьбой помочь бедолаге, исполнить его заветную мечту. Ведь жаль было смотреть, как убивается человек. На что Бог ответил, что с радостью исполнил бы его просьбу, если бы тот хотя бы раз купил лотерейный билет. С вами была Ольга Скляр. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео.